Всем привет! Как известно, на моем канале я делаю обзоры часов. И как-то я упустил один очень важный момент. Через мои руки за время, что я занимаюсь часами, прошло, наверное, не 1000 разных моделей. И как-то я упустил тот момент, что, в общем-то, не все знают, как настроить часы. И очень часто поступают вопросы, как сделать первоначальную настройку часов. И я вот решил сделать несколько роликов. Первый посвящен часам Casio. Собрал, скажем так, такие достаточно самые распространенные варианты. И сейчас я покажу, как настраивать часы на примерах нескольких моделей. Значит, первое, что мы берем, это мы взяли самую простую модель. То есть электронные часы. Модель DW9052 G-Shock. Но суть от этого не меняется, значит часы с электронным дисплеем. Значит, вот эта кнопка Adjust. Adjust это настройка, то есть установка первичная. Первое, что нам нужно, это чтобы мы находились в режиме часов. То есть все настройки делаются в режиме часов. Вся первичная настройка делается в режиме в основном дисплея, то есть когда высвечивается день недели и дата. То есть нажимая вот эту кнопку, и удерживая несколько секунд, мы добиваемся того, что начинает мигать секунды. И дальше мы восстанавливаем время. То есть обычно вот эта кнопка сброс. То есть мы видим, сбросился на 0. То есть для того, чтобы точно установить секунды. Вот этой кнопкой мод мы выбираем следующий разряд. То есть сейчас будет минуты, часы. То есть выставляем нужный час. Выставляем нужные минуты. Год. Месяц, день недели. Причем именно в таком порядке идет месяц, потом день недели зачастую. В Casio другого порядка нет. И возвращаемся обратно. Для того, чтобы поменять в режим 24-часового отображения времени, в данной модели нужно нажать вот эту кнопочку. В других моделях бывает иногда по-другому, я чуть попозже покажу. Все, и возвращаемся обратно в основной режим. Все, теперь мы время установили. Вторые часы немножко посложнее и чуть по-другому сделано. Но все, что вам нужно запомнить, это все, что выставление идет через кнопку Adjust. То есть, опять же, мы находимся в основном режиме, нажимаем кнопку Adjust, удерживаем ее. Вот. В данном случае здесь присутствует часовой пояс. В данном случае вот это Каир. Каир это часовой пояс, который соответствует Украине. Но, в общем-то, вы должны выбрать тот, который вам соответствует. Вы можете это сделать, управляя двумя кнопками, то есть или вот это, или тут бывает дополнительно, ну это просто можно методом проб как бы определить. То есть, ну, давайте выберем Москву. Вот мы выбрали Москву. Дальше. Вот это Day Saving Time, то есть как бы по-русски это режим летнего времени. То есть в данном случае он выключен, мы можем его включить. Соответственно, когда мы включаем его, время добавляется на 1 час больше. Ну и дальше все по порядку. Вот здесь 12-часовой обозначает, что после полудня будет единичка и буква П. В привычном нам формате это будет выглядеть вот так. Мы переключаем на режим 24, соответственно получаем 13 часов 54 минуты. Идем дальше. Ну, тут все как положено. Секунды на 0. Часы тоже выставляем. Здесь позволяет уменьшать, увеличивать часы. То есть все очень просто. Дальше минуты. Ну и дальше по порядку год, месяц, день недели. Ну, здесь еще продолжительность звукового сигнала. И можно отключить. То есть, как бы, ну, это в данном случае насколько бы не касается. И все, нажав вот эту кнопку, мы возвращаемся в основное меню. То есть мы добиваемся того, чтобы цифры не мигали. Следующая модель. По сути то же самое. Нажимаем вот так видно. Adjust. Нажали. Выбираем часовой пояс. Ну давайте выберем другой. Пусть это будет, не знаю, Кабул, Дели пусть будет. Дальше Day Saving Time. Сейчас летнее время включим. 24-часовой формат включен.
И дальше опять же время по разрядам я уже не буду показывать. То есть вот таким образом это все выставляется. Год, месяц, день недели. Ну, то, в общем-то, все выставляется так же. Теперь смотрите, что интересно. Вот когда мы нажмем эту кнопку, то есть когда мы все выставили, причем позволяет выбрать язык меню. Вот. Когда мы все это выставили, нажимаем снова вот эту кнопку Adjust. В данном случае здесь стрелки выставляются автоматически. Видите, какой интересный процесс, как это красиво происходит. Мне этот процесс всегда очень нравится, хотя я видел его сотни раз. То есть больше ничего нажимать не нужно. Дальше. Вот такие часы. Ну, все по накатанной. Adjust. Начали мигать секунды. Не буду показывать. Дальше. DST. Daisy Wind Time. Меняем. Добавляется сразу 1 час плюс. Здесь просит выставить на тот часовой пояс, в котором вы находитесь. Ну, плюс 3, в общем-то, это можно посмотреть в интернете, в каком часовом поясе находится ваш город относительно нулевого меридиана. Дальше время. Тоже меняем. Минуты. Меняем. Опять же 24-часовой формат. Если поменяем здесь, видите, в режим 2, так 14. Год. Месяц. Немножко отсвечивает экран. Я думаю, что всем видно. День недели. Все. Значит, здесь еще у нас показывает, в данных случаях в часах есть термометр, но я не буду останавливаться на этой функции, потому что это частый случай. Здесь позволяет изменить Фаренгейт и Цельсия. Вот. Нажимаем кнопку. Все. Настройка закончена. Ну и последние часы еще раз повторим для того, чтобы что называется, закрепить материал. Вот так вот видно. Значит, здесь, смотрите, обратите внимание, здесь эта кнопка справа, то есть читаем Adjust. Все, больше нам ничего не надо. Нажали кнопку. Все. И теперь смотрите, что мы сбросили. Этой кнопкой меняются разряды. 13 часов. Минуты поставили. 24-часовой режим. Можем поменять его на 12-часовой. Ну, я это делать не буду. Оставим 24-часовой формат. Все. В общем-то, часы выставлены. Итак, вот я показал на 5 моделях, как выставляется время. Дальше я сейчас хочу показать, как вот в таких случаях выставляются стрелки. Здесь мы посмотрели, они выставляются автоматически. Если такого режима нет, значит, зачастую существует другой режим. Он обозначается или HS, или H-Set. То есть, смотрите, вот эта кнопка, вот, она называется мод. Она отвечает за режимы. То есть, перебирая вот эти режимы, мы ищем вот здесь вверху надпись или HS. HS это handset. Hand по-английски это стрелка. В данном случае handset выставление стрелок. И вот когда мы вышли в этот режим, все дальше по накатанной. Нажимаем кнопку Adjust. То есть Adjust это установка. И вот таким вот образом, нажав кнопку, я даже не смотрел в инструкцию, просто вот перебирая варианты. В данном случае, видите, стрелка просто удержать. Вот смотрите, нажал. Держим, выставляем нужное время. Когда мы выставили, нажали эту кнопку, все, мы вернулись в режим. Ну, вернулись как бы в наш основной режим. Давайте вот еще на этих часах посмотрим, потому что это здесь немножко сделано по-другому. Значит, обратите внимание, вот здесь та надпись, что я говорил. Вот здесь, в этих часах, функция установки времени вынесена на отдельную кнопку. H-Set, то есть Hand Set, установка стрелок. Вот мы получаем доступ к установке стрелки сразу нажатием напрямую на эту кнопку. Не надо лазить где-то в меню. Обратите внимание, я нажал и процесс пошел. То есть пока мы держим, стрелка движется. Одно нажатие соответствует 20 секундам. Если вы присмотритесь, сейчас покажу, немножко отсвечивает. Вот. Если вам нужно точно установить, коротким нажатием мы подвигаем уже точно то время, которое нам нужно получить. Вот, пожалуй, все. Теперь я покажу на отдельных часах, что такое остальные режимы. А дальше вы по аналогии посмотрите,
Вот возьму более сложные электронные часы. Значит, смотрите, кнопка Mode — это переключение режима, напоминаю. Значит, смотрите, STV — это Stopwatch, то есть секундомер. Ну, дальше здесь очень просто, в данном случае старт, стоп. Я не буду рассматривать подробно, потому что, в общем-то, как бы эти функции, они достаточно, даже это не стоп, это промежуточный результат, вот стоп. Теперь давайте посмотрим режим таймера. Вот режим таймер, смотрите, то есть это все опять идет через кнопку Adjust. То есть таймер это отсчитывает обратное время. Смотрите, вот мы нажимаем кнопку Adjust, оно нам дает выставить нужное нам время, то есть это, соответственно, минуты, ну, допустим, 1 минута 5 секунд. Все, и нажав эту кнопку, мы зафиксировали, дальше мы как-то стартуем. Как видим, начинается обратный отсчет, когда дойдет до нуля, будет сигнал. Стоп. Еще хочу сказать о функции таймера, что есть таймер разовый, есть с повтором. Сейчас вот я покажу на этих часах эту функцию. Вот смотрите, мы попадаем в режим таймера. Нажимаем опять же установку. Здесь минуты. Вот, допустим, выставляем нужное время. Секунды меняются через 5 секунд. Но это в данной модели есть более точная установка. Второй интервал есть. Тоже давайте установим, допустим, на минуту. Вот. И вот здесь мы попадаем в количество повторений. Вот если стоит такой значок, вот, который обозначает как бы зацикливание. Если стоит единичка, то значит это один повтор. Мы можем установить количество повторов. Соответственно, столько раз будет срабатывать таймер. Следующий режим — мировое время, то есть оно обозначается, как правило, WT, то есть World Time, мировое время. Вот смотрите, тоже нам позволяет поскакать по разным городам: Мексико, Нью-Йорк Сити, ну и так далее. Я даже не всю аббревиатуру знаю. Рио. Соответственно, мы быстро переключаем. То есть это что касается функций. Давайте покажу, допустим, здесь. Давайте покажу вот здесь. Вот тоже мировое время. В данном случае мы можем вот Лиссабон, Лондон. Ну, то есть точно так же, перебирая города, мы получаем время, он там 13 часов, допустим, если мы переключим. Давайте поменяем. Москва. Ну, видите, Москва 15 чем-то сразу стало. То есть с функцией мировое время разобрались, с секундомером разобрались. Давайте посмотрим еще, что такое будильник. Давайте покажу будильник, допустим, на этих часах. Будильник — это аларм. Аларм сокращенно вот здесь 1 и здесь 5, поэтому как бы аларм 1, то есть высвечивается цифра или ALM, или AL. То есть точно так же мы нажимаем и удерживаем. Дальше мы выставляем время, которое нас интересует. Все. Будильник 6:03 зазвонит. Давайте посмотрим, к примеру, на этих часах. Точно так же вот аларм. Точно так же мы нажимаем и удерживаем. Все абсолютно по аналогии делается, как по накатанной. Я даже не смотрю инструкции этих часов, потому что как бы все сделано по аналогии. Давайте вот здесь посмотрим. Обращайте внимание вот на это место. Вот мы в режим будильника зашли. Абсолютно точно так же нажимаем. Выставляем время. И фиксируем. Все, будильник включен. Не знаю, я надеюсь, как бы я достаточно понятно все объяснил. Если что-то непонятно, как бы задавайте вопросы в сообщениях, как бы я буду стараться отвечать, если нужно сниму дополнительное видео. Я еще планирую снять по часам Timex точно такое же видео, потому что все-таки это другой производитель, и бывает, что логика управления немножечко другая. На этом все. Всем спасибо. Пока. До новых видео.